Суд в Таиланде снял обвинения с бывшего лидера продемократической партии «Движение вперед» Питы Лимчарайнрата. Его обвиняли в нарушении Конституции во время выборов весной прошлого года. Теперь политик снова получил шанс на возвращение своего депутатского мандата. Однако уже на следующей неделе его партию ждет очередное разбирательство. Подробности в сюжете Юрия Кукина. Сторонники партии «Движение вперед» не скрывают радости. Ее идейный лидер и популярный в Таиланде оппозиционер Пита Лимчарайнрат снова одержал победу. Но на этот раз не на выборах, а в суде. Справедливость существует, и для простых людей тоже. Сначала я доверяла суду 50/50, но теперь я вижу, что справедливость есть. Политика обвиняли в том, что он не имел права избираться, поскольку владел акциями одной из местных телекомпаний. По Конституции это запрещено. Сам Лимчарайнрат утверждал, что эти акции ему достались в наследство от отца. Всего их меньше процента. Да и сама компания вообще прекратила существовать еще в 2014 году. После разбирательства, которое длилось более полугода, суд все-таки снял с оппозиционера все обвинения. В соответствии с представленными доказательствами, отстранение члена парламента прекращается. Это самое отстранение началось еще в июле 2023-го, когда Лимчарайнрат находился на пике популярности. Незадолго до этого его продемократическая партия «Движение вперед», к удивлению многих, одержала уверенную победу на парламентских выборах. Самого Лимчарайнрата выдвинули на пост премьер-министра, но главу правительства в стране утверждает не народ, а парламент, который в итоге проголосовал против. Им удалось победить на выборах, набрать больше 38% голосов, что для многопартийной системы Таиланда очень мощно. Другое дело то, что они не смогли стать партией власти, потому что не смогли создать коалицию. И в итоге коалицию создала провоенная партия и, соответственно, партия Phrathai, вот откуда у нас и происходит текущий премьер-министр. Тогда против решения парламента и в поддержку Лимчарайнрата на улицы Таиланда вышли тысячи людей. Я не согласна с таким поворотом. Я надеялась, что сегодня все закончится. Таиланду пора двигаться дальше, и нынешние власти не должны оттягивать момент отставки таким способом. Народ сделал свой выбор, и они должны ему подчиниться. Нынешние власти – это местная аристократия и военная хунта, которая сидит в правительстве с 2014 года. Борьбу с ними Лимчарайнрат и сделал основой своей предвыборной кампании. Помимо прочего, он обещал освободить политзаключенных, а также отменить закон об оскорблении монархии. Это статья 112 местного уголовного кодекса. По ней только за последние 2 года за решетку отправились более 130 человек, из-за чего жители Таиланда то и дело выходили на митинги. Причина, по которой мы стоим здесь, заключается в том, чтобы потребовать отмены 112 статьи, а также справедливости в отношении молодых протестующих, которых не следовало арестовывать из-за их призывов к демократии, поскольку у них вообще нет оружия, они имеют только свои голоса, но власть имущие выдвигают против них ложные обвинения. Поэтому, выиграв в Конституционном суде одно дело, Лимчарайнрата, да и все «Движение вперед» ждет еще одно разбирательство, как раз из-за призывов к ослаблению монархии. А это уже может грозить не только лишением депутатского мандата. И здесь следует ожидать того, что партия может быть наказана или даже, что скорее всего, распущена, как это случилось с предшественницей, с идеологической предшественницей текущей партии «Движение вперед», партии будущего. Ее распустили в 2020 году, поскольку также ожидали от нее возможности разрушения политической системы Таиланда. Так, в декабре прошлого года сторонницу Лимчарайнрата и депутата «Движения вперед» Рукчанок Ширинорк приговорили к 6 годам тюрьмы, как раз по обвинению в клевете на королевскую семью. В суде оскорбления, в частности, усмотрели в ретвите цитаты Дени Дидро, философа XVIII века, который считается одним из идейных вдохновителей французской революции. По иронии судьбы, приговор огласили в один день с первым заседанием нового созыва парламента. Пока идет процесс, мы пытаемся узнать у парламента, когда мне разрешат вернуться. Таким образом, существует несоответствие между двумя организациями – Конституционным судом и парламентом. И когда мне разрешат, я туда вернусь.
парламент Лимчароенрат, если и вернется, то уже не как лидер партии, а простой депутат. Еще на середине судебного процесса он решил уступить должность, чтобы не тормозить работу законодателей. Однако, как утверждают эксперты, именно он остается одним из самых популярных политиков в стране. А значит, запрос на перемены в Таиланде, судя по всему, по-прежнему высок. Я в порядке, для меня это обычный день, такой же, как и любой другой рабочий день. Сейчас я думаю о своих следующих шагах и о той работе, которую предстоит проделать. Юрий Кукин, Андрей Колосов и Юрий Петров. RTVI.